Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Доступное программирование. В этом видео я вам объясню, каким стать программистом. В сфере IT существует три основных направления. Это веб-разработка, разработка игр и разработка программного обеспечения. Начнем с веба. Веб-разработка – это создание веб-приложений и веб-сайтов. Веб-разработку принято делить на фронтенд, бэкенд и фуллстек. Первое, с чего мы начнем, это фронтенд. Фронтенд с английского это лицевая сторона. Это лицо сайта, его интерфейс, с которым взаимодействует пользователь. Фронтендеры отвечают за разработку всех видимых компонентов сайта: контент, изображение, кнопки, навигация. Фронтенд-разработчик нужен везде, где есть веб-сайты, интернет-магазин, агентство, блоги, СМИ и так далее. Фронтендер программирует интерфейс сайта, умеет пользоваться библиотеками и фреймворками, занимается адаптивной версткой. Дальше у нас бэкенд-разработчик. Бэкенд с английского дословно это тыльная сторона. Это программно-аппаратная часть сервиса, его внутренности. В основном бэкенд является базами данных. Бэкендер программирует на серверных языках, к примеру, PHP, Python, JavaScript, Java. Знает веб-фреймворки, работает с базами данных, пишет юнит-тесты. Дальше идет full-stack разработчик. Full-stack с английского это полный стек технологий. Full-stack разработчик это универсальный программист, который может с нуля разработать функциональный продукт. Full-stack разработчик разбирается как и в бэкэнде, и во фронтенде. Full-stack программисты в IT-компаниях часто становятся директорами. Full-stack это зона роста для фронтенд и бэкэндера. При этом бэкэнд ближе к full-stack технологически. Дальше у нас на очереди разработчики игр. Компьютерные игры это, наверное, одна из самых крутых вещей, которую только придумало человечество. Сделать тюнинг своей Dodge Viper CRT-10 и обогнать всех соперников в Need for Speed. Все это возможно благодаря видеоиграм, которые затягивают и заставляют продать в них часами, неделями, а то и месяцами. На самом деле разработка видеоигр является комплексный процесс, в котором зачастую задействована целая команда специалистов. Таким образом, над созданием крупного гейм-продукта может работать порядка 200 человек, а именно аниматоры движений, художники, скриптеры, тестировщики, программисты, сценаристы и так далее. Естественно, для создания игры не обязательно иметь целую армию сотрудников. Их можно разрабатывать небольшой командой, ограничиваясь геймдизайнерами и программистами, или даже в одиночку, совмещая в себе несколько профессий сразу. Однако, прежде мы узнаем, какими знаниями и навыками должен обладать любой разработчик компьютерных игр. Математика и физика. Именно математика заставляет игры работать. Расчет траектории полета брошенной гранаты, реалистичное восхождение персонажа по ступенькам. Все это невозможно без математики, как, впрочем, и любое другое действие. Однако это лишь базовые законы взаимодействия внутриигрового мира. Если хотите внести что-то свое, программируйте. Знание физики также важно. Если математика предоставляет инструментарий для программирования игры, то физика его реализует. Необходимо для того, чтобы создавать законы вашей игровой вселенной. Полет пуль, разрушений, падение предметов, передвижение машин и прочее. Здесь пригодятся знания в области классической механики, механики жидкостей, оптики. Конечно, в каждом ответвлении разработки игр математика и физика вам по-разному пригодятся. Однако, если вы собираетесь взяться за игростроение,
на серьезной основе, то этими предметами необходимо хорошо владеть. Английский язык. Знание английского на уровне чтения технической документации – это минимальное требование для комфортной работы с англоязычными формами, текстами и технологиями, с которыми вы обязательно столкнетесь в ходе создания игр. Более того, изучение иностранных языков не только помогает в профессии, но также развивает наше мышление и улучшает память. И, конечно, как без языков программирования и игровых движков. Все это я говорил в предыдущем выпуске, ссылку оставлю в описании. Последняя категория у нас на сегодня – это разработчик программного обеспечения, или коротко разработчик ПО. Разработка прикладного программного обеспечения – это проектирование, написание, тестирование и поддержка программ, предназначенных для пользователя. Примеры прикладного ПО: текстовые и графические редакторы, веб-браузеры, компьютерные игры, системы автоматизации для бизнеса. Разработчики программного обеспечения – это девелоперы и инженеры, которые делают ПО с нуля. Между позициями разработчика и инженера ПО есть различия. Разработчик программирует по техническому заданию, пишет код, занимается откладкой и юнит-тестами, дизайном. Обычно разработчик привязан к определенному языку, и должность включает его название. Например, Junior Flash Developer или Lead Java Developer. Инженер – это опытный архитектор, который проектирует ПО с нуля, в то время как разработчик сосредоточен на определенном куске ПО. Инженера можно сравнить с фуллстеком. Языки программирования, которые нужны для программиста программного обеспечения, это Python, C#, Java, JavaScript, C, C++ и Delphi. Я надеюсь, выпуск был интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что мои ролики очень понятны. До новых встреч!